Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале, давайте посмотрим, что у нас творит крипта. У нас, в принципе, временной интервал просто-напросто поджимает. Ну, я говорил, что можем, конечно же, с вами ожидать хороший ноябрь месяц. Может быть такое, что даже и октябрь у нас немножко поправится, потому как на битке сейчас минус 2%. Ожидаю, конечно же, исправления октября, чтобы у нас было здесь зеленое, ноябрь зеленый и декабрь, конечно же, зеленый. Если мы не увидим ту самую параболу на битке, то в принципе от этого рынка не стоит больше ничего ожидать, и можно будет его в дальнейшем похоронить. Потому как большинство фондовых рынков у нас, конечно же, показало намного больше роста, чем крипта в этом цикле. И что мы видим? Мы видим то, что 13 год у нас была парабола 2, 11 год парабола, 17 год тоже была парабола, и буквально вот 20-21 год тоже была такая вот парабола. Сейчас у нас нету, просто-напросто рынок стоит в боковике. Уже, конечно же, всех вынесли. Маржинальщиков повыносили, фьючи побрили. И я думаю, что на данный момент у нас фаза высаживания спотовиков. Потому как просто-напросто я сам даже хочу зафиксировать и уйти с этого рынка. Вот что. И, конечно же, думаю, что сейчас на данный момент происходит капитуляция спотовиков. По временному интервалу мы уже сильно, конечно же, поджались. Подходим к концу 25 года. Где-то на какой-то там 26 год я уже не верю в параболу. Но в принципе, я думаю, что еще ноябрь, декабрь у нас есть. И мы можем показать тот самый параболический рост по биткоину. Сегодня в телеге мы в чате рассматривали с одним из участников. Он говорит, что биток может, конечно же, улететь на 200 тысяч долларов. И в принципе, даже мы вот накинули шаблон бары. То, что если мы будем сюда улетать, это у нас получается примерно 163 тысячи долларов. Не будем, конечно же, мы сильно жадничать. Но я думаю, что вот этот момент у нас будет ключевой. Как раз вот эти вот 2 недели октябрьские завершающие. Из текущих мы должны расти. Потому как если мы не будем расти, то параболы мы вот этой вот не увидим. Выбивание шортов мы тоже не увидим. И может быть такое, что альт-сезона мы тоже в принципе не увидим. Если мы раскидаем вот эти вот 15 недель, которые у нас здесь будут в будущем, то мы должны увидеть хотя бы движение по биткоину каждый день, ну как минимум 2-3 тысячи долларов. Мы должны прибавлять в биток по 2-3 тысячи долларов, чтобы мы увидели такую вот параболу. Само собой, и должно быть прибавление капитала не только в биткоин, но и в эфириум и в альткоины. Большое количество фонды у нас за этот период времени очень сильно выросло. Даже вот у нас золото вернулось на 4300. На данный момент у нас там золото формирует бычью структуру. И если мы хотим увидеть альт-сезон, у нас тоже должно быть здесь такое движение. Если мы его не увидим, то можно сказать, что приход Трампа просто убил крипту. И в дальнейшем что-то ожидать, я думаю, что нет смысла с этого рынка. Потому как даже тот самый эфириум показал 200% роста, но это просто ни о чем, ребят. Ты что, эфириум, 200% роста? На биткоине у нас нету никаких сигналов, хоть и рост здесь произошел, но пока что конкретного подтверждения смены тренда нету. На эфириуме у нас уже есть смена тренда. Посмотрим эфириум, еще посмотрим некоторые альткоины, которые вы, конечно же, просили посмотреть. Итак, здесь смена тренда на эфириуме у нас есть. Эфир борется, быки стараются, конечно же, и уже более чем 4000 долларов. Было бы неплохо увидеть до заседания ФРС по поводу ставки эфир в диапазоне 4500. И может быть такое, что в этом, как раз в этот период времени всех обратно обманут на эфире. Все, конечно же, ожидают то, что как было в сентябре у нас вот здесь вот заседание ставки и дамп. А может быть такое, что до заседания за эти 9 дней мы вырастим сюда вот. Тут тоже многие будут думать, что у нас будет здесь дамп в диапазоне 4500 по эфириуму. А мы увидим с вами обратное. Проторговка бычьего флага и, конечно же, полет эфира на Луну. Ну, где-то в диапазон хотя бы минимум там 5500, вот так вот там закреп. И, конечно же, тут у нас будет просто уже парабола. Такая, как была, например, у нас на BNB.
Я думаю, что вы помните, как пампился BNB. Он просто-напросто каждый день прибавлял движение на своем графике. Смотрите, если мы посмотрим дневку, сейчас, конечно, здесь у нас уже конкретный слив, коррекция, но каждый день здесь просто-напросто, смотрите, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, скинули, пам-пам-пам, скинули, пам-пам-пам, скинули. Даже здесь, вот смотрите, пам-пам-пам, скинули. Но это просто капец. BNB намного фундаментальнее, чем эфириум получается в этом цикле. Такого быть не может. Если, конечно же, у нас эфир будет шлак в этом цикле, то ну все, вся экосистема эфириума просто умрет. Он не нужен уже будет никому. И даже может быть такое, что эфириум отрисует такой график, как Dash отрисовал. Я в это, конечно же, не верю. Надеемся, что у нас эфир оправится и поставит такую самую параболу, как на BNB. Так что сигнал здесь лонговый, это очень хорошо. Можно, конечно же, набирать лонги. Я, конечно, никого не зазываю в фьючи. Вы буквально вот неделю тому назад увидели, что происходит с фьючами. Если вы там сидите на фьючах, риск, money management, обязательно стопы, изолированная маржа и все. Там 5% от вашего капитала должно быть на фьючах. Соблюдайте риск менеджмент, чтобы потом мне не ныли в чате, что о, все ликвиднуло там, а еще потом начинают в мою сторону там выливать говно, что я типа что-то там плохо кому-то, что-то где-то там когда-то сказал. Вот в принципе вот так вот. Что у нас касательно по лайткоину? Лайткоин я держу, 90%, 91% монет в обороте, он майнится, это цифровое серебро. Некоторые говорят, что эфириум это цифровое серебро, потому как он занимает второе место на крипторынке, но нет. Сначала у нас был биткоин, это цифровое золото, лайткоин это цифровое серебро, потому как он вышел сразу после биткоина. Это второй криптоактив, который действительно майнится, это крипта, и он был вторым после битка. Я думаю, что здесь все-таки у нас здесь неплохо все выглядит. Мы после данного сброса вернулись, сейчас на данный момент диапазон 95 тысяч долларов. И тут один из участников пишет, что у него котлета там, что делать туда-сюда. Но я думаю, что если ты очень сильно боишься, то можно, конечно же, котлету срезать. У нас на данный момент, здесь, на данный момент у нас уже практически вернулись по лайткоину. На недельке нету никаких сигналов. На дневке у нас есть лонговый сигнал зеленый. И в принципе я думаю, что мы все-таки как ни крути подошли практически к верхней части вот этого вот графика. Я думаю, что лайт что-то у нас в этом цикле покажет. Ожидаю, сам держу его, думаю, что у нас будет. Как минимум, думаю, что буду сбрасывать в диапазоне 200. Может это, конечно же, ошибка, может он будет накапливаться, как другие, как XRP, например, 7 лет. Ну, блин, не знаю, посмотрим. Может что-то здесь у нас и получится. Также, линк, монетка линк, нету у нас здесь графика, я перелопатил большое количество графиков. У меня есть на холодном кошельке, там график показывает то, что линк обнулился в 2020 году на коронадампе. И он показывал 0, большое количество участников его, наверное, здесь вот скинули в этом диапазоне цен. Ну и, конечно же, после того, когда он показал 0, мы просто-напросто улетели. Ну, куда-то там в тартарары, смотрите. Вот, 0, там было даже не 20 центов, там он просто 0 показывал, и все. Кто-то звонит мне. Он просто показывал 0, и все. И после этого 0, посмотрите, какой был сильнейший рост. Даже если взять с 12-15 центов, у нас здесь было 33%. Вернее, 33 тысячи процентов. Это были 1000 иксов. Просто 1000 иксов. 10x, это у нас было 300 иксов, просто 300 иксов, вы себе вдумайтесь, 300 иксов с обнуления на 300 иксов. Многие, конечно же, тогда линк сбросили, просто-напросто. Сбросили линк, ну, где-то, наверное, даже вот здесь вот сбросили, когда он там восстановился в диапазон 3 доллара. Так что, я думаю, эта крипта, она может, конечно же, удивлять, и что-то у нас должно произойти. У нас как раз на носу вот ноябрь, декабрь. Может быть такое, что октябрь у нас оправится. И могут, конечно же, всех обмануть с вот этим вот понижением ставки. Многие думают, что у нас ставка будет понижаться, будет дамп.
А вдруг у нас произойдет что-то другое? Нужно будет смотреть. Вот эти вот 2 недельки будут очень ключевые для крипторынка. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба вам, ребятки.